Здравствуйте. Если по документам, то в России очень много респектабельных трактористов. Это состоятельные люди в хорошей одежде, с богатыми домами, обширными угодьями, виллами, коттеджами. У них дорогие автомобили, затратные развлечения. Они любят кататься на всем, что едет быстро. Поскольку они игрушками предпочитают владеть, быстрая техника у них непременно в собственности. Но гоночных тракторов не бывает. Хотя придворное ателье Audi немецкой фирмы Abt тюнингуют трактора. Они выглядят быстро, но едут также медленно. Российские респектабельные трактористы ездят не на тракторах, а на вездеходах, болотоходах, багги, полной массы до 3,5 тонн. Эти транспортные средства объединены в категорию А2 и без подробностей названы самоходными машинами. Коррупция в России именно так и выглядит. А власть торгует разрешениями, правами, лицензиями. Нельзя до тех пор, пока не заплатишь. Как только заплатил, сразу все можно. Чтобы получить много денег, правительство зарабатывает по всем направлениям, за одно и то же берет дважды, а то и трижды. В нормальном водительском удостоверении есть легковая категория «Б» для транспортных средств с полной массой не более 3,5 тонн. Она специально имеет только один ключевой параметр – массу, потому что в остальном не имеет значения, что за техника. Любой, кто умеет водить машину, справится и с багги, и с вездеходом, и с болотоходом, но чтобы было непонятно, сложно, трудно, с ошибками, существует ловушка. Когда категория «Б» до 3,5 тонн есть, а вездеход до 3,5 тонн не разрешен, для него требуется иной документ. И это не категория в правах, а нелепое удостоверение тракториста-машиниста. Правительство, злоупотребляя доверием, сделало вид, что 4 колеса с мотором иногда трактор. А трактор – это спецтехника, у него только с виду колеса круглые. На самом деле они специальные и требуется пройти обучение, чтобы освоить и понять. И даже когда у трактора и вездехода гусеницы, надо учиться, как завещал великий Ленин, идти на курсы, сдавать экзамены, получать соответствующее удостоверение. Каждый этап платный и взяткоемкий. Надо оплатить каждый шаг и тем более заплатить, когда хочется, с доставкой на дом. После чего можно в персональных угодьях увеселяться на запредельных скоростях, управляя всем до 3,5 тонн, кроме тракторов, покупать которые эта целевая аудитория трактористов, машинистов не планировала. ГАИ, Ространснадзор и примкнувший к ним Россельхознадзор любят облавы на трактористов-вездеходчиков, охотников-болотников, олигархов на багги, внезапно объявляясь посреди поля, болота, в лесной чаще с требованием предъявить удостоверение тракториста-машиниста. Без бумажки штраф и конфискация. Как всегда, главным выгодоприобретателем, на руку которому так старалось правительство, является ГАИ. Это ее заработок – штрафы, проверки, конфискация. Два прочих надзора кормятся скромнее и не столь регулярно. Сегодня деньги заканчиваются, остается только на войну. Доходы падают. Штрафная экономика остается главным кормящим активом, помимо нефти и газа, но ГАИ нищает вместе с остальными отраслями, несмотря на устойчивость штрафодобывающей промышленности. Поэтому у ГАИ нет желания продолжать делиться сельхознадзором и транснадзором, пусть даже в таких мелочах, как облавы на вездеходы и багги. Следовательно, необходима реформа, способная отогнать от кормушки лишних. Правила дорожного движения законом не являются. Их утверждает правительство своим постановлением. Значит, чтобы направить все деньги только в один карман, нужна не Филькина грамота правительства, а федеральный закон от Госдумы. Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий водителям с правами с легковой категории «Б» управлять самоходными машинами категории А2, вездеходы, болотоходы, багги полной массой не более 3,5 тонн, без удостоверения тракториста-машиниста. Сельскохозяйственные курсы по продаже удостоверений трактористов-машинистов, Россельхознадзор,
Ространснадзор остаются без подкормки. Олигархам, туристам, путешественникам станет легче и дешевле. Поголовье респектабельных трактористов в стране сократится. Одна из полагающихся России официальных проблем – борьба с пьянством. Законодатели профессионально делают вид, что пить плохо не полагается и пьют в стране от нечего делать или назло, а вовсе не потому, что без допинга в России не выжить. Власть охотно борется с пьянством. Даже в СССР, где на алкоголизме зарабатывали, где была государственная монополия на производство алкоголя, где даже стройка в Тольятти начиналась с ликероводочного завода, с пьянством показательно боролись. Спаивать население было политикой, имея в качестве противовеса систему вытрезвителей, наглядную агитацию и кинематограф, художественно клеймивший оступившихся рабочих и колхозников. Водители в современной России выведены в отдельный кормящий класс. Они образуют социальный слой пораженных в гражданских правах, что позволяет властям получать с них больше остального податного населения. На водителей не распространяются основополагающие статьи Конституции, равенство всех перед законом, презумпция невиновности, наказание только на основании законов. В Госдуме борьба с пьянкой за рулем – любимая тема, поскольку Госдуме запрещено заниматься самостоятельным законотворчеством, разрешено только одобрять приказы администрации президента. Чтобы изредка хоть чем-то заниматься, депутаты третируют водителей с обязательным акцентом на управление в состоянии опьянения. Тема выигрышная, социально значимая, развязывает руки, оправдывает любые репрессии, про которые заранее известно, что они бесполезны. Это удел опытных политиков, выражая глубокую озабоченность, публично показывать работу по улучшению, прекрасно зная, как надо поступить, чтобы непременно стало хуже. Именно поэтому Дума только запрещает, потому что запреты не дают результата и даже наоборот, чем сильнее закручены гайки, тем безалабернее последствия. Поскольку никто не осмелится возражать против борьбы с пьянством за рулем, пешеходы пусть пьют сколько угодно, Дума добилась редкого в юриспруденции результата – нескольких наказаний за одно деяние. По статье 12.8 КоАП нетрезвый водитель наказывается штрафом, лишением права управления, штрафстоянкой, переэкзаменовкой. За одно деяние 4 наказания. Поскольку любые кары со временем становятся привычкой, специально для водителей добавлена 264 статья Уголовного кодекса. По ней нетрезвому водителю добавляется штраф в 300 тысяч рублей, тюрьма до 2 лет, запрет на должности, конфискация автомобиля. То есть 7 наказаний за одно деяние. Когда в России писали стратегию безопасного дорожного движения, подвели промежуточные итоги эффективности жестоких мер и получили подтверждение, что они, как и полагается, результата не дали. Число погибших в ДТП из-за нарушения правил дорожного движения водителями в состоянии опьянения за последние 10 лет увеличилось на 79%. Поэтому и была придумана уголовная ответственность по 264 статье, чтобы в диалоге с водителем инспектор ГАИ получил больше статей для запугивания, шантажа, вымогательства. 2 кодекса вместо одного позволят выбить заведомо больше денег. Конфискацию автомобилей по статье 264.1 УК РФ добавили 4 года тому назад, в 22-м. Конфискация производится даже если автомобиль находится в совместной собственности мужа и жены, то есть принадлежит не нарушителю, а другому лицу. Верховный суд опубликовал итоги. Страшная статья, по которой власть 4 года отбирает машины, дала предусмотренный законодателем результат. Нарушать стали больше. Суды в 2022 году начали с 852 конфискованных автомобилей. За 2023 год суды конфисковали 9200 автомобилей. В 2024
12 800. В урожайном 25 году удалось отобрать у людей 13 900 автомобилей. Пить стали больше, пить стали веселей. При том, что полагать вину доказанной – лицемерие. В России обвинение в пьянке – это дело техники, а не факта. ГАИ план по пьяным задержаниям и выполнит, и перевыполнит, поскольку по самой кормящей статье Кодекса работает с наибольшей изобретательностью. Верховный суд, публикуя статистику, констатирует поражение. Если в результате усиления борьбы количество нарушений увеличилось, значит, все сделано неправильно и с точностью до наоборот, как и просили депутаты Госдумы и кормящиеся с дороги инспекторы ГАИ. Но все 4 года правоприменительной практики суды в меньшей степени работали ради ГАИ. Статья о конфискации появилась только в связи с войной в Украине, как дополнительный вариант снабжения армии. Поэтому столь заметно возросло количество приговоров и было конфисковано так много автомобилей. Конфискат идет на войну. Как выглядит улучшайзинг? Появляется ответственное до пояса лицо и заявляет, что отныне будет иначе, непременно к лучшему. Дверь была одностворчатая, теперь станет двустворчатая. Прежде была узкая, станет шире, но открывать будут только половинку, поэтому улучшение есть, а лучше не стало. Ответственное лицо непоколебимо, авторитетно, при должности, избавляющей от сомнений и дающей уверенность в пожизненной правоте. Покупатели пришпоренных BMW серии М, подразделения Моторспорт, ценят механические коробки передач. Они умеют работать 3 педалями, отлично чувствуют момент, с упоением играют оборотами и передаточными числами. Для них механическая коробка – важнейший элемент удовольствия. К отличному мотору прилагается правильная коробка, что оправдывает дороговизну покупки. BMW Motorsport знает статистику поклонения и констатирует, что 40% клиентов покупают машину подразделения М непременно на механике. Для них это важно. Наука поддакивает, механика – это еще и безопасность. Исследования показывают, что механическая коробка передач обеспечивает физическое участие в процессе вождения, тем самым повышает когнитивное внимание, поскольку водителю постоянно приходится принимать решения об оптимальной передаче и координировать движения рук и ног. Это заставляет его активнее взаимодействовать с дорожной ситуацией, что затрудняет отвлечение внимания, например, на использование смартфона. Таким образом, ручное переключение передач действует своего рода как естественная защита от невнимательности, поскольку мозг поддерживается в состоянии повышенной бдительности благодаря сложной операции. И тут возникает ответственный улучшатель и оптимизатор Франк Ван Мил, глава подразделения BMW M, и заявляет, что его моторспорт намерен в долгосрочной перспективе отказаться от механических коробок передач, несмотря на высокий спрос. С технической точки зрения механическая коробка передач не имеет особого смысла, считает Франк Ван Мил. Для многих клиентов это звучит как оскорбление. На самом деле это новая стратегическая реальность. Дни механической коробки передач сочтены. Никаких новых разработок не планируется. Нынешняя BMW M2 – последняя модель с механической коробкой передач. BMW M3, M4 сохранят механические коробки передач до конца десятилетия, после чего эта глава будет окончательно закрыта. А обычная BMW, что с их коробками? Они и подавно отказываются от механики, переходят на роботы, автоматы, редуктора. Поэтому получается гораздо хуже, чем можно было подумать. Все BMW становятся автомобилями без механики, исключительно с автоматами, но для тех, кто знает толк в 3 педалях, последняя лазейка – подразделение Моторспорт. Улучшатель и оптимизатор Франк Ван Мил будто превращается в спасителя, хранителя, ценителя. Теперь, если кто хочет BMW с механикой, то единственный вариант – купить BMW M втридорога. Иначе никак, иначе с автоматом. Но ведь главный поставщик коробок, немецкая ZF, она же остается. По-прежнему делает механику. Но BMW сменила религию.
и отныне поклоняется экологии и святой Грете Тунберг. А новая религия, гибридизация, электрификация концептуально несовместимы с механическими трансмиссиями. Ключевым компонентом предстоящей религиозной трансформации BMW является электрификация. BMW разрабатывает новую центральную систему управления под названием «Сердце радости». Сердце сможет командовать электроникой автомобиля с исключительной точностью, за которую будет отвечать программное обеспечение, а не механические дифференциалы. В BMW решили, что водитель за рулем только мешает. Машина должна стать лучше человека, и впредь она сама будет решать, какую передачу включать, какую систему использовать. И вообще ей виднее, куда и как ехать. Поэтому инженерам BMW поставлена задача работать не над автомобилем, а над имитацией автомобиля, чтобы у обманутого водителя сохранилась иллюзия управления, синтетические ощущения импульсов переключения передач, искусственная акустическая обратная связь и преднамеренно спланированные изменения нагрузок, прежде соответствовавшие реальности, теперь только как опция в каталоге. BMW эту арестантскую клетку называет балансом между цифровой точностью и аналоговыми эмоциями. Для полиции важно делать вид, что она хорошая часть государства, приносит пользу, идет в ногу со временем, ведет себя ответственно, поддерживает здравые инициативы. Когда Европарламент постановил, что все обязаны стать либо голубыми, либо зелеными, полицейские осмотрительно выбрали зеленых, поскольку голубыми их считают и без подсказок. Дорожная полиция Австрии осмелилась поддержать требования Европарламента, экологию, чистый воздух в отдельно взятой стране и учинила двухлетний эксперимент с электромобилями, пытаясь приспособить их к делу. В отважной попытке участвовало 24 электрички трех моделей – Volkswagen ID.3, Volkswagen ID.4 и Porsche Taycan. Машины направили на службу в дорожные подразделения в Тироле, Зальцбурге, Нижней Австрии, Вене. В соответствии с русской поговоркой «покрасить и выбросить» покрасили в полицейские цвета, поставили мигалки, рации, набили багажники оборудованием и отправили служить. Задачи электромобилей обычные – часами стоять в засаде, кататься по дорогам, запугивая население, носиться в отчаянных погонях ковбоев с индейцами, имитируя неотвратимость возмездия, график наравне с нормальными автомобилями, то есть выехал на смену и до конца дежурства изображаешь закон и порядок. Все 24 электромобиля в 4 подразделениях надежд не оправдали, работу провалили, дезорганизовав дорожную полицию Австрии. Во-первых, оказалось, что электромобили не справились с увеличением массы. Им в багажнике положили электронные блоки видеоаппаратуры, радиостанции, спецсредства, тактическое снаряжение. Место сразу закончилось, а общий вес слишком заметно сказался на остаточной емкости батареи. Во-вторых, полицейские машины долго стоят, ничего не делают, никуда не едут, но при этом все включено и потребляет энергию, следя за австрийцами, присматривая за транспортом, озираясь по сторонам. Длительный период бездействия утомляет электромобили сильнее сидящих в безделье полицейских. В-третьих, на электричках не получаются погони. Австрия, в отличие от Германии, безлимитных автобанов не имеет. Там все и везде ограничено, и сверхбыстрой езды в рамках закона не предусмотрено. Поэтому по расчетам стандартных возможностей электричек с их искусственно ограниченной максимальной скоростью в 160 км в час должно было хватить. Не хватило. Удирая от полиции, австрийские водители почему-то не соблюдают правил дорожного движения и едут с превышением. Зато полиция вынуждена ПДД соблюдает и едет не превышая, потому что не может. В-четвертых, электромобили оказались не готовы к постоянным нагрузкам. Они не могут долго стоять и тем более не могут долго ехать. Все, что они умеют, они делают коротко и недолго. В-пятых, Австрия – страна, в которой зарядить электромобиль крайне трудно, а уж сделать это быстро, как с нормальной машиной, тем более нельзя, поскольку этого не умеет все человечество целиком. Портрет Греты Тунберг купить на заправке можно, заправиться и поехать нет. Министерство внутренних дел Австрии тактично заявляет, что электромобили
пригодны для оперативного использования полиции лишь в ограниченной степени. По данным МВД Австрии, отягчающими факторами стали зарядная инфраструктура, дополнительный вес из-за оборудования, ограничение скорости и времени работы. Вердикт полиции. Электромобили остаются вариантом для простых транспортных задач. Каких? МВД Австрии полагает, что электромобили применимы в качестве курьерских машин или для административных поездок, максимум на который годится полицейский Volkswagen ID3, Volkswagen ID4, Porsche Taycan, отвезти секретаршу в другой офис, доставить письмо в комиссариат, привести тело начальника на совещание. Итог. Двухлетние полевые испытания австрийской полиции 24 электромобилей завершились без их включения в регулярную патрульную службу. Министерство внутренних дел не считает их достаточно подходящими для традиционных патрульных операций. Электромобили больше подходят для тех, кто нетрадиционный. Первой машиной Арнольда Шварценеггера был американский танк М-47 «Паттон». Когда в 1965 году Арни исполнилось 18 лет, он пришел в местный австрийский военкомат и попросился на службу в танковые войска. Арнольд заявил, что мечтает стать механиком-водителем, что при его росте считалось проблемой. В армии он был невероятным залетчиком. Окончив учебку, освоив управление танком, Шварценеггер попал на учения на границе с Чехословакией. Там он один раз утопил свой танк. Один раз снес стенку сарая, неосторожно включив заднюю передачу. Один раз вывалил в грязь весь десант, забыв, что везет на броне целое отделение. Это были ночные маневры, и Шварценеггер предложил приятелю из другого танка пари, кто быстрее домчится вниз. Арнольд приятеля обогнал, приехал первым и только тогда вспомнил, что вез на броне десант, который весь куда-то подевался. Культуристом Шварценеггер стал еще до армии, поэтому смастерил себе штангу, которую возил в танке, и при каждом удобном случае упорно тренировался, в том числе вставая за час до подъема в 5 утра, чтобы потягать железо. Тогда же Арнольд Шварценеггер ушел в самоволку и выиграл конкурс «Мистер Европа» среди юниоров, за что получил золотую медаль и гауптвахту, став тем самым Арнольдом Шварценеггером, которого знает весь мир. Он купил этот самый танк М-47 «Паттон» с бортовым номером 331 за $1 400 000, привез в Америку, и теперь танк стоит у него в коллекции. Автомобили у Арнольда Шварценеггера появились только когда он стал американцем и звездой. Будучи из небогатой семьи, не доедая все детство, находясь под религиозным натиском родни, отсутствие такого предмета роскоши, как автомобиль, вполне объяснимо. В Америку Арнольд Шварценеггер приехал в возрасте 21 года, в 1968-м. Первые несколько лет прожил нелегально, нарушив иммиграционный закон. Сегодня гестаповцы АИС его бы с глумливым удовольствием подержали в тюрьме и выкинули из страны. Фотографии молодого Арнольда показывают, что, как почти немцу, первое время ему нравились «Мерседесы». Одной из ранних машин стал большой представительский С-класс в 116-м кузове. Параллельно с ним известны фотографии Шварценеггера рядом с Кадиллаком Эльдорадо 1957 года, но это лишь фотосессия. Американские автомобили начались у него позже. Примечательно, что деньги у Шварценеггера не столько от призов и съемок, сколько от умных действий в бизнесе. Он создал строительную компанию, успешно вкладывал и инвестировал, имел свою фирму почтовых рассылок, занимался недвижимостью и владеет фирмой по управлению, через которую проходит отчисление киностудий, проценты с продаж комиксов и видеоигр. Став к 30 годам миллионером, только тогда Арнольд Шварценеггер от любимых автомобилей перешел к обязательным, полагающимся по статусу. Но по его автопарку хорошо видно, когда покупка продиктована искренним интересом и когда она сделана ради имиджа. Несколько Porsche разных лет и моделей. Это от чистого сердца. Большой Арни с удовольствием за рулем маленькой прыткой Porsche – это мечта
с детства предустановленная в сердце каждого австрийца, как и «Мерседесы». Небольшие, нескромные двухместные кабриолеты. Они покупаются как отчаянный компромисс между деньгами и желанием. По гаражу Арнольда видно, как часто он позволяет себе машину для души и как часто делает приобретение ради имиджа. Соотношение примерно 1:4. Лучший компромисс между искренностью и полагающейся брутальностью. Унимог. Немецкий грузовик, на самом деле трактор, интересный и понятный, он в то же время большой, тяжелый и вполне страшный. Как и все «Хаммеры», которые покупает Арнольд Шварценеггер. Их количество и цвет постоянно меняются. Одно время в гараже у Шварценеггера стояли сразу два – гражданский красный и военный оливковый. Потом, после большого перерыва, Арни купил возрожденный электрический. General Motors сделал перерыв в производстве, прекратив выпуск «Хаммеров» в 2010 году и возобновив в 2022. У нового электромобиля два ключевых фронтмена – президент Джо Байден, парадно выехавший с конвейера обновленного завода, и Арнольд Шварценеггер, ставший самым показательным покупателем. Еще один военный автомобиль в гараже – армейский Dodge М-37. В линейке фирмы он пришел на смену знаменитой модели Dodge 3/4 серии VC и воевал в Корее, во Вьетнаме. Из нормальных американцев, пригодных для повседневной езды, купленных в силу понятного всем интереса. У Арнольда Шварценеггера был черный джип Grand Wagoner первого поколения, тюнингованный, лифтованный, нарядный. Покупка относится к периоду губернаторства. Смотрелись они отлично и явно нравились и друг другу, и Калифорнии. В промежутке между интересным было обязательное – красный Dodge Challenger SRT-8, Bugatti в нескольких видах, разные Bentley, но хоть не седаны, а двухдверные модели, которые под владельца, а не под наемного водителя. Самый занятный автомобиль Шварценеггера Excalibur. Это не совсем модель и уж тем более не исторический Мерседес, каким хочет казаться. Экскалибуры строятся во всем мире, непременно на шасси Линкольна Таункар. Внешне пытаются добиться сходства с самым красивым Мерседесом в истории 540К 1936 года, но имеют другие пропорции и заметно крупнее. Шварценеггеру они кажутся вполне немецкими и вполне мерседесами, поэтому у него их несколько, и время от времени он ездит на них по солнечной Калифорнии. В 1922 году Арнольд проехал на красный и на своем любимом черном GMC Yukon врезался в красную Toyota Prius, отправив хозяйку в больницу. Как и полагается, травматизма Арнольд Шварценеггер добился на мотоциклах. Подобающие Харлею у него достаточно давно, хотя по молодости он сделал очень правильную паузу и всерьез убиваться на мотоциклах принялся в зрелом возрасте. Лучше всех про Арнольда Шварценеггера сказала одна из его многочисленных женщин, Барбара Бейкер, описав его как веселого, харизматичного, авантюрного, атлетичного. В будущем году железному Арни исполнится 80 лет. Он по-прежнему за рулем, он по-прежнему с нами. Ничто так не раздражает в современном автомобиле, как подписка на функции. Та самая доплата за использование уже купленного, установленного, но не активированного. Опросы показывают, что платная подписка на теплый руль бесит невероятно, вызывает ненависть. С конвейера автомобиль сходит полностью готовым к употреблению. Но чтобы его расколдовать, надо покупать годовую подписку на вменяемость и комфорт. Чтобы машина из коробки с возможностями превратилась в полноценную, нужно доплатить. Заболевание началось с Теслы. Она до сих пор страдает биполярностью и не очень знает, чем является в первую очередь – гаджетом или автомобилем. И с Теслы началась плата за апгрейд. Хочешь новую прошивку, чтобы ездить на полсекунды резвее? Заплати $2000, и в полночь тыква превратится в ракету. В 2023 году заболевание обрушилось на BMW. Доплачивать пришлось за адаптивный круиз-контроль, подогрев сидений, ассистент дальнего света, адаптивную М-подвеску, видеорегистратор. Как в любом начинании нашлись те, кто приготовился сжечь дилера,
повесить генерального директора. И те, кто заплатил и хвастается, что у него есть, а у других нет. В 2024 году пандемия накрыла Hyundai, и платными стали подогрев сидений, часть видеокамер, датчиков. В 2025 году жадность случилась с Audi. Платными стали климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, интеграция смартфона, Apple CarPlay и Android Auto. Вместо того, чтобы цивилизованно засудить автомобильные компании или нецивилизованно разбить витрины, люди согласились, что солнечные очки можно продавать без стекол, карандаш без грифеля, чай без чашки, наливая кипяток по удешевленному тарифу прямо в улыбку клиента. Бесить публику захотел американский Ford. У компании с 2020 года есть электрический «Мустанг», который совсем не «Мустанг». Ford не очень верит в электрическое будущее, и чтобы уговаривать публику на покупку стало проще, выдал сомнительной машине самое святое, что есть – имя наиболее популярной модели, получив в прайс-листе два «Мустанга», не имеющих отношения друг к другу. Как близнецы в фильме «Близнецы», где один из них эталонный Арнольд Шварценеггер, а второй – нелепый Дэнни де Вито. Продавался электрический Дэнни де Вито плохо, приходилось постоянно играть с клиентами, обещая удовольствие и выгоду, снижая цену и распихивая в лизинг. Ситуация изменилась в 24-м. Электрический близнец обошел по продажам оригинал. В 25 году тенденция сохранилась. Электричка продолжила дешеветь и лучше продаваться. Поэтому на 26 год компания Ford приняла решение, что машину полюбили и пора бесить клиентов. Лучший способ – ввести платные подписки на опции. Но если все в мире вымогают деньги за подогрев руля, сидений, адаптивный круиз-контроль, дальний свет, копируя издевательства друг у друга, то в Форде провели интеллектуальный штурм и выдумали абсолютно новый повод для ненависти. У электрического «Мустанга» спереди никому не нужный багажник. Он есть у всех электромобилей, в угоду привычным пропорциям, чтобы машина не смотрелась инвалидом, каковым на самом деле является. Но люди не привыкли совать под капот сумки и пакеты, и по старинке покупки и вещи возят в нормальном месте. Поэтому Ford ввел доплату за передний багажник. И даже не в виде подписки. Раньше багажник спереди был по умолчанию. Теперь там техническая пустота, ни на что негодная и ни к чему не приспособленная. Дырка с крышкой. С 26 года установка вставки в передний багажник, превращающая его в приемлемое место, у электрического «Мустанга» стоит $495. Утешая взволнованную публику, Ford добавляет в бочку дегтя ложку меда. Зато не придется продлять подписку на багажник, он сразу станет не дыркой, а удобством. И ведь с позиции компании это лишь дополнительное оборудование, которое во все времена предлагалось за доплату. И тот факт, что раньше оно ставилось по умолчанию, а теперь его отняли и предлагают заново, ничего не меняет. Но публика поняла по-своему и причислила утраченный багажник к подписке, когда само собой разумеющееся, имевшееся от рождения, продают по второму разу. Передний багажник есть в любом случае, но чтобы он не пугал, а приносил пользу, Ford требует деньги. Даже звучит дико. Платный багажник. Бесит. Если измерять уровень развития страны в автозаводах, то самым показательным становится не грузовик или автобус, не массовый ширпотреб обывателя, а машина престижа. Автомобиль первого лица, лимузин парадного выезда, карета, на которой золушки ездят на балы, статусная автомобильная промышленность, имеющая много статусных производств, выпускает парадный автомобиль для статуса царя. Когда собственный автопром плохонький или не внушает доверия, тогда первое лицо ездит на «Мерседесе». Банановая и прочая Африка, диктаторы, хунта – они, как на подбор, все на «Мерседесах». Путин, не доверяющий ни своей стране, ни ее автопрому, долго ездил на «Мерседесе», пока министерский вор Мантуров не подкрался к нему с проектом «Кортеж», позволившим освоить 2 миллиарда евро. Теперь Путин ездит на «Аурусе», рискуя остаться без запчастей и вернуться к «Мерседесу».
Америка возит президента на своем автомобиле. Кадиллак номер 1 символизирует нацию, промышленность, сверхдержаву. На своем Хунци ездит главный китайский мандарин. На изделии собственного автопрома ездит президент Франции, хотя у него вместо лимузина электрический кроссовер домохозяйки DS-8. Даже Италия своего президента, менее известного, чем премьер-министр, предъявляет в автомобиле итальянского розлива Лянчо Фламини 1961 года. Вьетнам приступает к работе над созданием парадного автомобиля для своего президента. Национальный лидер будет ездить на национальном автомобиле VinFast. Автомобильным Вьетнам стал давно и внезапно. При социализме ему не полагались автозаводы. Уделом Вьетнама оставалась дружба с Советским Союзом, бананы и полезные ископаемые. Как только закончилось голодное строительство социализма, и Вьетнам попробовал жить по-человечески, сразу началась автомобилизация. В 1991 году была создана компания Mekong Auto Corporation. В 1995 начали работать заводы Toyota, Mitsubishi и Suzuki. Потом к ним добавились остальные японцы – Honda, Mazda, Suzuki, Daihatsu, Hino. Вслед за ними пришли все корейцы – Kia, Hyundai, SsangYong. И, конечно же, американцы – General Motors, Ford, а также обязательный немецкий Mercedes-Benz. Национальный производитель VinFast возник в 2017 году, мгновенно превратившись в транснациональное явление со штаб-квартирой в Сингапуре, филиалами во Франкфурте на Майне, Шанхае, Сеуле, заводами и полигонами по всему миру. И вот следующий шаг. VinFast создал премиальное подразделение Lac Hong и показал 2 премиальные модели. Правила хорошего тона обязывают, чтобы, во-первых, это были электромобили. Во-вторых, в гамме полагается парадный седан. В-третьих, в мире все еще обязательным остается кроссовер. Поэтому новый бренд Lac Hong дебютировал с седаном 900S, кроссовером 800S. Невнятные индексы вместо имен тоже считаются показателем стиля и заявкой на высшую лигу. Местная вьетнамская пресса обе модели нескромно провозгласила категории ультра-люкс. Машины получились красивые и не китайские. Традиционный партнер VinFast – итальянская Pininfarina, умеющая создавать стильные вещи. Но, несмотря на отчетливое европейское понимание красоты, в обеих моделях изрядная доля национальной вьетнамской идентичности, не очень понятной со стороны. Пресс-релиз дает подсказки. Примечательной особенностью обеих моделей является решетка радиатора с прямыми планками, вдохновленная изображением вьетнамского бамбука. Другие знаковые детали, такие как логотип птицы лак, узор бронзовый барабан и изображение террасных рисовых полей, искусно интегрированы как в интерьер, так и в экстерьер. В частности, название бренда Lac Hong выполнено каллиграфическим стилем на сплаве с покрытием из настоящего золота, что создает редкий уровень изысканности на рынке автомобилей класса люкс. Упомянутая птица лак, ставшая названием и логотипом, это вьетнамская мифологическая птица с глубочайшим культурным наследием. Заместитель генерального директора VinFast Global госпожа Дуонг Тхи Тху Транг заявила, модели Lac Hong 800S, 900S являются еще одним подтверждением технологических и производственных возможностей VinFast. Эти продукты не только отражают суть национальной культуры, но и подтверждают технологическую позицию Вьетнама в новую эпоху. Вопросы-ответы, реплики. Андрей Черкаев. И про армию. Я живу в Польше, недалеко от трассы Варшава-Люблин. И здесь есть 2 популярных Макдональдса прямо напротив друг друга, через дорогу. Регулярно встречаю наших войсковых. Это либо побитые жизнью лысоватые дядечки, либо совсем юные мальчики. Все по-европейски милые, толерантные, дружелюбные. Но иногда на нашу овчарню заезжают волки, бойцы ЗСУ. Их видно сразу. Зашел, настороженно оценил ситуацию, целенаправленно двинулся заказывать. Глаза холодные, пристальные, не улыбаются.
Губы могут улыбаться, но глаза всегда на войне. Разговоры становятся тише. Овцы чувствуют волка. И я бы не сказал, что они мощные физически. Нет, обычные люди, только из стали. Вот такая армия может остановить русские танки. Учиться, учиться, учиться у них. Но нет. Европейская армия должна быть толерантной, дружелюбной, экологичной. У русских танков в Европе будет только одно препятствие. Это их собственное жигулевское качество. Карл Орф. Интересно, когда нефть станет по 100, бензин станет дорогим, будут ли для слоняна так отвратны электрокары? Для вас единственный критерий цена? Пока дешево отлично, как подорожало, помидоры тут же завяли. Водка по 3,50 отлично, по 10 плохо, пора за пивом. Ваш примитивный мир состоит из двух полюсов. Но даже у серого 50 оттенков. Итей с претензией на остроумие. А слонян не надо читать немецких газет. Понаехавшие в Германию очень обиделись, что не так сильно выиграли от эмиграции, как мечталось. Им полагалась лучшая Германия, не такая, как на самом деле. Чтобы вытерпеть разочарование, немецких газет они не читают и другим не советуют. На сегодня все. До свидания.